Привет, двоечки второго расклада. И вам сегодня достался расклад, что ты в дом привлекла. Энергию, предмет, сущность. И посмотрим, какая цель у нее. Не знаю, зачем вам это досталось. Вот так вот получилось. Итак, давайте посмотрим, что же это. Итак, двоечки. Если вы Таро знаете, то вы уже увидели, да? Это энергетический гость, который, как говорится, пришел к тебе домой и по-хозяйски вот развалился. Это не просто энергия или сущность, это след конкретного человека. Тот, с кем тебе тепло было, то есть тебе было с ним мягко, уютно, пахло домом, безопасно, и планы были. И ты его прекрасно помнишь. Кто тебе дарил цветы просто так, чай приносил, когда ты ныла, да? И ты реально чувствовала при этом человеке себя вот любимой. Вот его энергия, она сейчас в твоем доме. И она не просто вот висит в воздухе, да? Она вот активировалась вот недавно буквально. Как она может активироваться? Или ты его там футболку старую нашла, или фотографию, или просто вот ночью вспомнила, как он тебя обнимал, и так вот ты двери открыла. И теперь эта хрень везде. Ты домой вот приходишь сейчас, а там такое ощущение, что вот кто-то только что как будто вот вышел из комнаты. Вот сидишь ты на диване, и вдруг тепло в груди, да, как будто он рядом сел. Еду готовишь, и прям хочется готовить то, что он любил. И это не скука, нет, это не ты скучаешь, это он тут. Его энергетика, она прям прилепилась к твоим стенам, я бы сказал. Особенно к твоей кровати, даже к твоему белью. И самое плохое, ты вот пытаешься жить дальше, да, крутишься, как вот белка в колесе, счета оплачиваешь, на работу ходишь, возможно, даже флиртуешь с новыми мужиками. А вот эта энергия, она тебя назад тянет. Она не дает тебе полностью вложиться вот в нынешнее время, да, в сейчас. Ты вроде улыбаешься, планы строишь, а внутри как будто одна нога назади. Как сказать, одна нога как будто в прошлом. И ты жонглируешь. Сегодня ты сильная, независимая, завтра в подушку плачешь. Потому что запах вот этот, возможно, туалетной воды его, там, тело его, он прям в носу у тебя стоит. И это он не ушел полностью. Оставил свой кусочек, так скажем, да. И теперь твой дом — это не только твоя территория, это его филиал, наверное, так назовем. Зачем он сейчас именно пришел? Ну, потому что ты дошла до того уровня, когда можешь взять то, что у вас было, да, но уже по-взрослому. Потому что у вас как-то все по-детски было. Вот я по-другому не знаю, как сказать. Несерьезно, что ли. Тогда вот вы оба зеленые были, да, все на эмоциях, на вот этом «я тебя люблю до луны», ну, а стабильности было ноль. А сейчас ты готова к настоящему мужику, который не только чувства дарит, да, но и реально рядом. Медленно, спокойно, надежно с тобой вот жизнь строит, как тебе надо. И его энергия это чувствует. Она пришла не чтобы вернуть прошлое, нет, а чтобы ты взяла от тех отношений все самое вкусное. То есть вот это ощущение. Я желанна, я сытая по горло любовью, я в безопасности. И вот это взяла все и перенесла это в сейчас. Понимаешь?
То есть эта энергия хочет, чтобы ты перестала бегать по пустым всяким сайтам знакомствам, тиндерам и прочее, и начала притягивать того, кто даст тебе это же, да, но уже без вот этих детских драм. И вот эта энергия, она прям подпитывает тебя вот этим вкусом. Типа, знаешь, вот, а ты помнишь, как это, когда тебя реально хотят, да? Вот это она и напоминает тебе каждый день, чтобы ты на меньшее не соглашалась. И пришла она, потому что ты уже не та девчонка, которая ныла там «вернись, вернись». Ты сейчас женщина, которая может взять это чувство и сделать его своим навсегда. С другим. Или даже с ним же, если он поумнел, да? Но главное, ты теперь можешь держать это в себе без него. Это вот подарок ее, понимаешь? Что будет, если ты просто забьешь и позволишь этой энергии остаться? Ну, знаешь, сначала будет приятно. Будет тепло, уютно, у тебя даже ты просыпаться будешь с таким ощущением, что тебя любят. Даже если у тебя сейчас отношений нет. Будешь меньше одиночества чувствовать. Но потом вот эта хрень, она, знаешь, начнет душить. Ты будешь на себя злиться, потому что ты не можешь полностью открыться новому. Срываться будешь, защищаться будешь, людей отталкивать будешь. Потому что подсознательно ты сравниваешь всех с ним. Понимаешь? Ты вот будешь чувствовать, что твой дом — это не твой дом, а его территория. Ну, в какой-то момент ты просто взорвешься. Начнешь выгонять эту энергию, да, сама, кричать там в пустоту, возможно, плакать, злиться, чтобы опять, как говорила, все вернулось на круги своя. Ну, потому что тут, знаешь, не просто воспоминания, это вот кусочек тебя самой. Но если ты пройдешь эту борьбу, а ты ее обязательно пройдешь, потому что ты уже не слабая, ты уже не та девчонка, то вот эта энергия, она уйдет. Прям полностью. Ты ее отпустишь, она тихонечко уйдет, как говорится, без скандала. И ты переедешь в новую версию себя. Там, где ты уже не нуждаешься в его тени, да, чтобы чувствовать себя любимой. Просто будешь любимой, и все по-настоящему, и дом снова станет только твоим. То есть чистым, спокойным и готовым к новому. Как только ты захочешь реально отпустить. А без вот этих вот «дед, я его давно уже забыла». Ага, верю я.